Всем привет, это трамблерная серия. Сегодня я занимаюсь трамблером. Разобрал его, он весь мокрый был, помыл, отмыл, поменял резиночку, чтобы не бежал. Нужно почистить бегунок. Крышку я уже тоже чуть-чуть почистил. Сейчас все дочищу, на место поставлю, чтобы зимой к этому вопросу не возвращаться. Бегунок почистил чуть-чуть, 400-кой прошелся. Ставил, все отмыл, почистил. Сейчас выставлю зажигание стробоскопом. Еще есть прикол такой у Мерседеса. Есть смазка для свечей, для зажигания вот такого вот она цвета. Мажется чуть-чуть наконечник свечи для лучшего контакта. Ну, как мне сказали, оно работает. Поэтому я здесь намажу. Лишним, я думаю, не будет. Я трамблером занимаюсь, а Игорь ступицы меняет. Выходные у нас сегодня, ну, как Holidays у нас получается сегодня. Игорек приехал, это вот, кстати, его Марк, который у меня сейчас, это бывший его. Карину он себе взял. Карина 85-го года рождения. Такой он препарат себе взял, покрасили они его в красный. Или как на камере будет, я не знаю, но в жизни цвет такой. ГИБДД не увидит этого. ГИБДД это видео не увидит. Это у него, получается, под капотом Альтеза стоит. 3S, GE. Альтеза. Короче, очень быстрая машина, на коробке от Альтезы, все здесь стоит вообще как родное. Кстати, правда, вот видел GTC с выпускным, прям близко стоят. Ходовка у него Nissan, такая же, как у меня, получается, стойка Макферсон. Даже такая же, как у меня, очень сильно похожа. Получается, рейка вперед не перенесена, но сделаны спейсеры с переносом. Кулак 35 Лаурель, переварена сошка. Нижний рычаг Nissan, Tension тоже Nissan, но он заходит в тойотовскую лапу. Он сегодня меняет ступицы. У него, так же, как и у меня, развалились подшипники. Люфт вот этот внутренний. Все, у него спортивные стекла. Замки спортивные показать. Двери вообще выпилены просто напрочь, ну, для облегчения. Сколько машина весит на весах? Тонну, на весах тонну. 210 лошадей на тонну. Ну, пару ковшей тут стоят. Брайт. Замки у него такие вот, как бы, чтобы все нормально было. Облегченный максимально. Сзади сварен башбар. Ну и спереди тоже сварен башбар. Получается по технологии, как у меня. Ну или у меня, как у него. Но у него не выходит, получается, сюда на крыло. Также лампы, ну это я уже у них подсмотрел, потому что прикольная идея. Светит нормально, стоит недорого. Я тоже сначала хотел две поставить, но потом подумал, что на марке там некуда ставить. Точнее, можно поставить, но не очень выглядит. С рулем тут, короче, беда. Игорек купил китайский руль по незнанке. Но он думал, что это, короче, нормальный руль, но купил китайский. Посмотрите на стакан. Вот это китайский стакан и китайский руль. Он просто закрутил, и он полопался. Видно трещинки. Будет ставить другой руль, потому что, ну, это не дело. Вообще не дело. 2700 такой руль стоил. Табло здесь такое. Датчик стоит аккуратненько. Гидроручник есть на задний контур. Отдельно выведен. Коробка шестиступка с Альтезы. GPS-спидометр даже есть. Передние двери не выпилены для того, чтобы оставить жесткость. Так, в целом, нормальный корчик. Единственный момент, то что здесь сзади стоит мост. Если поставить сюда ходовку от 110 марка, будет прям вообще топ. Игорек пока на мосту гоняет. Слушай, ну получается, какой бюджет у машины вот в таком виде, как она есть? С ковшами, ну, со смотри, ступицами. купил за 90. За 90. Два ковша, ну, по десятке, да? Ну, так. Ну, если, образно, если на образно, скидку, да, на да, скидку. Да. Ну, это получается уже 110, да? 110. Что еще я тут сделал? Ну, ступицы поменял, получается. Ну да, по факту ничего ты не Больше, делал ну и еще. покрасил. Да. Она была серого цвета. Ну, покраска бесплатно. Ну да. Из такого, что... Спонсорская покраска у пацанов Checkpoint спонсирует. По факту, да, все было, у меня все было, потому что машина, ну, вот была, все снял. Руль. Руль? Ну да, про руль я рассказал. Руль это, да, высер. Про руль я рассказал, да. Ну, короче, в общем, если сильно постараться, можно в сотку купить. Но это вообще офигенный болид, он будет быстрее 81-го марка намного, он будет ехать просто в небо. Во-первых, потому что здесь мотор стоит с Альтезы, 210 сил, он едет очень хорошо, это прям офигенный мотор. 1Г рядом даже не поедет, даже Бимс рядом не поедет. И сама машина по себе легкая, то есть тут нету никаких жестких частей каких-то. Здесь тяжелый это только мост, наверное, а больше ничего нету, все остальное вырезано и выкинуто. Тот самый вариант, который выстрелил. Ну да, тот самый вариант, который выстрелил. Повезло. Хотя он стоял нормальное время, продавался. Ну да, ну 120 получается. 120, да, он хотел? Да, да. Ну 120. То есть он уже на башбарах, он на вывороте, на все. То есть здесь вообще все есть. Вот то, как бы я брал 81-й, я еще дорабатывал, а здесь как бы в принципе уже все есть. Можно как бы доделать некоторые моменты, нюансы там, но это уже каждому свое, так сказать. Даже охлаждение на ГУР стоит. Акума у меня тоже в багажнике стоит, тоже вот подставочка, наверное, тоже со скудика стоит, не знаю, похоже очень. Ну, не совсем он хорошо закреплен, но нормально.
приехал вот этот паренек, дядька. Здравствуйте. Короче, он приехал к своему сокоманднику. По просьбе подписчиков снимаю бак, как здесь установлен. Короче, GZX 100 бак сверху никак не крепится. Снизу 2 строительных болта, и вот здесь 2 строительных болта. Чуть подогнули крепу. Эта фишка болтон, да, подошла? Все показывает стрелки. Насос тоже все болтон. А здесь у тебя, получается, на уксах ты Да, ездишь? ну я иногда подключаю. Да, иногда подключаешь аукс. Но это стопы крепятся. Так, что, лучше сейчас заливаться стало? Не знаю, не пробовал. Еще не заканчивался бензин. Вот так вот, короче, крепится бак. Доделываю тут марка, совсем немного осталось. Решил сделать релюху на стартер. У 81-го кузова есть такая болячка. Провод на втягивающий идет от зажигания. И очень часто, когда поворачиваешь ключ, бывает такое щелк-щелк-щелк. Стартер не крутит. Проблема в том, что на рулевой колонке обгорает контактная группа и не всегда срабатывает. Поэтому нужно ставить такое вот реле, 20-30 ампер, в принципе, должно хватить. Схема подключения простая. Один зеленый мы подключаем на постоянный плюс, например, на аккумулятор. Второй зеленый мы подключаем на фишку на втягивающее. Оттуда, откуда мы отрезали фишку, подключаем желтый. А белый подключается у нас на массу. И все. При повороте ключа релюшка будет замыкаться, и постоянный плюс по зеленым проводам будет приходить на втягивающее, и машина будет запускаться. Полчаса, и ручник на своем законном месте. На 81-м марке, в принципе, несложно переделывается. Получается, сверлятся 2 дырочки под крепление тросика. Пропиливается квадратик, чтобы можно было тросик засунуть. Здесь пилится 1 дырка, здесь на горбине 2 дырка. И все, 90-й ручник на месте. Здесь он немножко горбом встает, но это ничего страшного. Эта дырка была под тот ручник, я ее просто сейчас заклею шумкой. Все, ручник на своем месте. Все работает, осталось поставить сидушку, подрезать коврик и поставить бар, тоже его подрезать под ручник. Просто стоковый ручник находится в таком месте неудобном, до него приходится тянуться, а здесь он прям сразу удобно. Очень многие переделают ручник именно с 90-го сотого кузова. Заметил, что у меня немножко выжимной потеет, где педалька. Решил купить ремкомплект, 190 рублей стоит. И не зря, старый вообще он выточился. Сейчас поменяем. Пока погода позволяет, ковыряясь с марком. Решил тут поменять свечи. Стояли Denso Q20 TT. Ставлю свои свечи с того марка 81-го. Они там стояли новые. Denso K16 TT. Сегодня еще поменял выжимной. То, что выжимному пришла хана, понять было несложно. Во-первых, педалька побежала, немножко была мокрая. А во-вторых, при нажатии сцепления коробка на заглушенную машину включается легко. Когда машину заводил и нажимал сцепление, передачи включались немного туже, чем на заглушенную. А это говорит о том, что педалька не дожимает сцепление и есть где-то проблема. Либо воздух в системе, либо пропускает главный цилиндр сцепления. Вчера был тестовый выезд, и тесты показали, что задние пружины все-таки подпилить надо. Я поставил передние стойки стоковые, думал нормально будет. Надо подпилить 1,5 витка, потому что слишком мягко. Ну и чуть схождение как раз подправлю. Поставил 2-диновый мафон с ауксом, с USB, чтобы можно было слушать. Это с 81-го, со старого марка остался. Потому что на тот марке оставил 1-диновую магнитолу. Правую сторону уже собрал, вот собираю левую. Отпилил по 1,5 витка, перевернул пружину. Потому что вот в этих пазах только верхней частью может стать. А сверху вот так получается. Если поставить их наоборот, как они должны стоять, то они будут вываливаться постоянно. Ну все, пружины запилил. Просвет нормальный, это просто арка раскатанная. Сейчас соберу мафон, все поставлю. И надеюсь, влага будет, можно будет выскочить, порулить немного. Чуть-чуть подровнял двери. Передняя нормально выстучил, задняя не получается. Там подлезть очень сложно. Ну и залом очень большой. Чтобы его выпрямить, это надо обратным молотком тянуть. По идее, завтра еду на покраску. Поставил мавчик, он работает, все окей. Ну что, на сегодня все дела сделаны. Арку я подровнял чуть-чуть. Здесь еще тоже подровняется, надо подзаварить, потому что она вся жидкая. Договорился с пацанами, завтра еду на покраску. Надо будет заехать на мойку, заехать в магазин красок, купить краски, купить шкурки. Полностью его зачистить, замотовать, заклеить, и можно будет покрасить. Сегодня день покраски, подготавливаю немного машину. Все-таки решил заварить я эти дырки. Думал заварить вот так листом полностью, но потом передумал, потому что это непрактично. Допустим, если помял, выбить снизу уже не получится, только сверху. Поэтому жесткость просто приварится вот здесь к крылу. Сюда я вырезал вот такие вот вставочки. Так вот они будут приварены. То есть закроют здесь и здесь. Надо еще придумать сюда какой-нибудь квадрат, тоже заварить его, потому что здесь будет лететь. Всем привет, это второй день подготовки. Вчера я не успел доварить, здесь я заварил, лапки поставил. Вот тут вот кусочек осталось заварить. И вот здесь чуть-чуть подварить. И все, и можно будет готовить к покраске. Купил вот такой шовный герметик Jetta Pro. Им все промажу, замажу. С этой стороны вчера тоже чуть подстучали. Дверь делать не будем, оставим так. Начинаем подготовку к покраске марка. Сейчас все заклеим. Будем красить.
Nowadays it's like everybody's losing it. Instead of them preserving this gift, they're all abusing it. It's mad drama. They want us reaching for the llamas, causing hysteria, the new hip-hop criteria. And they forgot about the blood, sweat and tears. Now Короче, замотовали мы Марка полностью. Все заклеили, прошлись, весь он матовый. Краска должна нормально лечь. Сейчас скотч-брайтом пройдемся чутка и начнем красить. На GoPro сниму таймлапс. Здесь внутри вот так получилось. В принципе, нормально, походит. Антигравием задул. Крашу машину вот такой краской, автолак называется. 1000 рублей за банку. Всего на машину понадобилось 2 банки. Растворитель взял обычный, Max Paint. Пистолет у меня вот такой. Япония. Дюза или Дюза 1.4. word to God, if Big and Pac was still here, some of these weirdos wouldn't act so cavalier. We all know that the game has changed. It's crazy out here. Rap's got a bad name. Think about it. What if bling never happened and the true artists were getting rich from rapping? Word to God, something should give. Let's delete the politics so real hip hop can live. Beef is what's up now. Careers are getting shut down. The media wants something meaty. People are f***ing greedy. Music and culture is like a foreign language. You'd be better off staging a fake beef in Spanglish. Compadre, can you handle the whole weight? Ideal skills, watch them swallow your whole plate. You used to support your fam off of this. Now you can't even buy spam off of this. Короче, все покрасили. Все получилось офигенно. Везде все легло. Подтеков вообще нету. Отклеили уже ручки, молдинги, все поснимали. Завтра просохнет, поставлю стопы, подкачаю колесо, все подсоберу и можно уже будет выезжать. Краски было много, я, короче, еще решил сзади тоже все залить. Сзади уже поставил стопы. Здесь вот зазорчики чуть-чуть не стреляют. Ну, это ничего страшного. Зимой поправим. Сделал такое кастомное решение, потому что труба постоянно вот так висела. Надо было повешать резинки. Надо вот одну повешать, а вторую заехать купить. Трасса у меня, оказывается, Какимото рейсинг. На солнце смотрится вроде неплохо. Пойдет. Короче, я доволен результатом. 2 дня и машина готова. Можно было бы и за 1 день покрасить, но я решил все-таки подварить жопу, поэтому заняло больше времени. Здесь вот так все получилось. Теперь дырок явных нету, сквозных. Есть вот сливная дырка, но она и останется, нам нужна. Здесь все замазал, все заварил. Вот, короче, чек. Что у нас тут получается? Акрил, пакет, растворитель, шкурка, круг абразивный, обезжириватель. Почти всего хватило. Ну, там что-то у меня было еще, конечно, шпаклевка там. А так, в целом, за такую сумму покрасили. Короче, 81-я элита готова к поездкам. Наклеил крепление для GoPro.